Первая существенная археологическая запись из прибрежных районов Восточной Африки охватывает временной промежуток от среднего каменного века до железного века. Данные появились благодаря раскопкам на участке в районе пещеры Панга-Ясайди, прибрежного района Кении, которые проводились под руководством Института науки о человеке имени Макса Планка. Международная группа ученых различных научных специализаций провела подробное научное исследование пещеры и близлежащих территорий. Результаты оказались очень интересными, потому как постепенные изменения в культуре не соответствуют теориям о резких революционных прорывах. Также ученые не нашли доказательств того, что люди использовали прибрежные районы как перевалочные базы в процессе миграций. Жизнь охотников-собирателей и последующих общин Железного века протекала в пределах переходной, но устойчивой климатической зоны между тропическим лесом и лугами. До этого исследования основные данные о жизни наших видов и не только были из Южной Африки и рифта Валли, который на 500 километров севернее данного участка. Но изучение следов жизнедеятельности в районе Панга-Ясайди показало, что люди на этом участке жили в относительно стабильной среде. Им было что поесть и где укрыться, даже в периоды смен климата. Неудивительно, что ученые не нашли следов миграций или перевалочных стоянок. Живешь себе в пещере, сытый, с подругой и детками, в районе, где родился сам и родились твои предки. Куда идти? Да и зачем? Другое дело в иных климатических зонах, когда живешь в лесу или саванне у реки, а потом река начинает пересыхать, животные уходят, жрать нечего. Тут волей-неволей пойдешь искать лучшие места. Устойчивость среды обитания в районе Панга-Ясайди подтверждается археологическими находками, которые включают растения, останки животных и раковины. А это не могло не привлечь людей, особенно в те времена, когда в Африке проходили глобальные климатические изменения, и многие места становились непригодными для жизни. Кстати, странно, что не было найдено никаких признаков конфликтов. Наверняка мигрировавшие из неблагополучных районов группы тоже хотели бы занять эти места. Возможно, приходилось держать оборону. Или в те времена подобных групповых планов захвата территорий в головах людей не рождалось. Тем не менее, находки говорят о том, что люди эксплуатировали ландшафт и пещеру в течение длительного времени. Представители рода Homo неоднократно демонстрировали адаптацию к окружающей среде, включая засушливые районы, тропические леса, береговые линии и холодные участки планеты. Поэтому в относительно стабильном климате, вероятно, чувствовали себя весьма недурно. Хоть самые древние орудия труда, найденные на участке раскопок, датируются 78 тысячами лет, заметные их изменения наблюдаются лишь спустя 11 тысяч лет, ближе к позднему каменному веку. 67 тысяч лет назад каменные инструменты начинают приобретать более утонченные и миниатюрные формы, что может свидетельствовать об изменении поведения и методов охоты. Но после 67 тысяч лет никаких резких технологических прорывов не наблюдается, хотя некоторые археологи неоднократно выдвигали теории о культурных революциях. Но теории пока ими и остаются. Как никто не мешает выдвинуть теорию о силовом захвате территории Панга-Ясайди 67 тысяч лет назад, более приспособленной и прожженной в борьбе за выживание популяцией, которая использовала более инновационные на тот период технологии. Но хоть фантазия упорно разыгрывается, не стоит отвлекаться от научной линии повествования. А наука говорит только о фактах. Ученые также обратили внимание на временной промежуток в 74 тысячи лет, тот самый, когда было извержение вулкана Тоба, и не нашли следов массового вымирания. Но при этом заметили, что через 14 тысяч лет после извержения численность населения на участке значительно увеличивается. Поиск пропитания и другие бытовые заботы – дело, конечно, хорошее, но и о культурных традициях люди не забывали. Среди предметов, найденных в пещере, были обработанные кости, кружочки из скорлупы страусовых яиц, морские раковины, охра со следами использования, а также бусинка из раковины возрастом 65 тысяч лет, самая древняя в Кении. Начиная с 33 тысяч лет назад, бусы встречались в основном из материалов, характерных для береговой линии. Хотя ученые отмечают, что кроме бусинок нет никаких других свидетельств о регулярной эксплуатации морских ресурсов. А 25 тысяч лет назад мода меняется,
и украшения чаще изготавливают из скорлупы страусовых яиц. Но после 10 тысяч лет назад возвращается мода на украшения из даров моря. Цикличность моды что-то напоминает, не правда ли? Хотя возможно, что почти всех страусов съели. В слоях возрастом 48-25 тысяч лет были найдены декоративные резные кости и бивни, а также кусочки охры со следами использования. Все это свидетельствует о нарастающей поведенческой сложности и проявлении символизма. Также похожие находки появляются в слоях разных возрастов, что противоречит теории о резких когнитивных прорывах в какой-то конкретный момент времени. Поэтому развитие когнитивных способностей проходило относительно медленно и плавно. Это только кошки быстро родятся и на телевидении сценарии сочиняют, когда прилетел кто-то на тарелке и всем раздал мозги и автоматы Калашникова. Но это шутка, а в целом исследования демонстрируют подробности жизни людей в конкретной климатической среде обитания. Наверняка культурные традиции и особенности людей значительно отличались от холодных, теплых, влажных и засушливых мест. На этом не прощаюсь. Не забывайте комментировать, давать советы по улучшению канала и подписываться.